В этом видео я буду терять $1 за каждую смерть DLC Cuphead. При этом играю я буквально одной рукой, на мышке. И сколько по итогу раз я умру, ровно столько же долларов я разыграю в своем телеграм-канале. А меня по-прежнему зовут Эдик, я по-прежнему Броук, и мы начинаем. В прошлом видео мы остановились на том, что закончили основной сюжет, победив дьявола, и пришло время переходить к DLC. Для перемещения на 4-й дополнительный остров игры нам нужно вернуться назад и подойти к вот этому NPC. По пути собираем все запрятанные на карте монетки, они нам пригодятся позже. А также на втором острове проходим мавзолей, и пока я парирую призраков, хочу вкратце напомнить правила челленджа. Первое и основное — пройти всех боссов, при том, что я могу использовать только правую руку и пользоваться только мышкой. У меня на столе буквально нет клавиатуры, даже чтобы, к примеру, нажать Escape. И если ты новый зритель или же просто подзабыл, как я смог реализовать такое управление, то в начале прошлого видео я подробно все рассказываю. В этом ролике решил не повторяться и не тратить драгоценный хронометраж. Ну и конечно же, по правилам испытания мне нельзя использовать читы или же баги, а также хоть и в основном прохождении я так и не использовал джина для увеличения жизни, в этом выпуске я вовсе решил запретить себе его призывать. Тем временем мавзолей пройден, и Мисс Чалис одаривает нас второй, крайне имбовой, нужной нам для прохождения DLC спецатакой. И кстати, проходя этот уровень, я уже успел потерять $1. Страшно представить, что будет дальше. Отслеживать количество смертей я буду здесь. На данный момент у меня их 141, 140 из которых я набил, проходя основной сюжет. А также, как некоторые знают, тут отображаются только смерти. То есть, если я перед тем, как проиграть, перезапущу уровень, то число не увеличится. Поэтому, естественно, в этом видео мне запрещено так делать, дабы каждый проигранный мною доллар был засчитан. Что ж, вот и пришло время отправляться проходить DLC. Подходим к персонажу с лодкой, который сообщает нам, что древней чаше срочно нужна наша помощь. Да-да, той самой Мисс Чалис из мавзолея. Мы, конечно же, соглашаемся и плывем на новые земли, попадая в DLC. На берегу нас встречает чаша и предлагает нам откусить загадочное печенье. Кружик у нас паренек недалекий и решает это сделать, из-за чего меняется местами с Мисс Чалис, попадая в астральный мир. Парни в ахуе, но чаша зовет нас за собой, дабы объяснить, что тут вообще происходит. Она рассказывает, что сотни лет пыталась выбраться из астрала, но все было в бестолку, до тех пор, пока она не повстречала шеф-повара Солонкина, величайшего кулинара в мире, который приготовил это астральное печенье. Но не успев нарадоваться физическому телу, Мисс Чалис обратно засасывает в астрал, возвращая нам кружика. После чего Солонкин сообщает нам, что придумал новый рецепт — астральный торт, один кусочек которого сможет вернуть чашу в мир живых навсегда, без необходимости того, чтобы кто-то занимал ее астральное место. Но есть небольшая проблема. Ингредиенты для чудо-торта придется выбивать у местных боссов, чем я наконец и предлагаю заняться. В DLC у нас появляется уникальная возможность играть за Мисс Чалис. Для этого в меню навыков нужно выбрать ту самую печеньку. Заходим в обучение, дабы изучить новые игровые механики, присущие чаше. У нее, в отличие от чашек и кружика, 4 хп вместо 3. Она может совершать двойной прыжок, парирование теперь делается не прыжком, а рывком в нужную область, а также она может делать нижний перекат, не получая при этом урона, что достаточно круто. Одним словом, Мисс Чалис — это невероятная имба, а это я еще не показал вам новое оружие, которое добавили в это DLC. Забираем монетку в конце обучения, что на самом деле было достаточно непросто сделать, играя одной рукой на мышке. Далее местный NPC дарит нам еще 3 монеты, и теперь заходим к свину, дабы потратить наше богатство. Первым делом покупаем щелкунчик, безусловно самое имбовое оружие для моего прохождения, ведь напомню, что из-за недостаточного количества кнопок на мыши я не могу целиться, а щелкунчик имеет самонаводку, при этом урон у него намного выше, чем у дефолтной самонаводки из основной части игры, с которой я пробегал весь прошлый ролик. После чего покупаем чудной кулон, он нам понадобится позже для секретного уровня. Фу, наконец-то мы можем приступать к прохождению. Первый босс DLC — Великан Мрачногор. И, конечно же, все купленное добро мною не было экипировано, так что я принимаю решение проиграть, чем теряю очередной доллар. Экипируемся, в слот оружия ставим щелкунчик, а также меняем первую спецатаку на вторую. Босса удалось одолеть с 4-й попытки. На первой фазе нам постоянно будут мешать гномики. Меня звать гномиком, да. Но благо в 90% случаев наше новое оружие будет само по себе с ними расправляться. А также нам нужно находиться на возвышенностях, так как внизу мы будем получать урон. Из атак Мрачногора тут живые тучи от зельеварения, происходящего внутри рта босса. Думаю, без видеоряда объяснить это я бы никак не смог. Обязательно парируем все розовые тучки, дабы быстрее накопить ульту. Вторая атака босса призывает стаю уток. Тут просто пригибаемся на самой низкой платформе, пока не пролетят все птицы. И третьей атакой Мрачногор с левой стороны экрана подносит к нам медведя. На обычном уровне сложности достаточно просто отойти максимально вправо, насколько нам позволяют оставшиеся возвышенности. На второй стадии босс начинает играть куклами, перекидывая мяч туда-сюда между ними отскоком от пола. Кстати, только на монтаже я обратил внимание на достаточно прикольную отсылку на прошедшие события игры. Ведь куклы в руках Мрачногора — это Кинг Дайс и Дьявол Казино, главные антагонисты основного сюжета. Ну а параллельно со скачущим туда-сюда мечом на поле битвы постоянно будут спавниться гномики, и в момент их прыжка они всегда будут нацелены туда, где вы стоите, так что на одном месте стоять не выйдет. Бегаем влево-вправо, стараясь не получать урон, и наконец я докапливаю ульту, сразу ее использую и получаю дополнительное хп до следующего получения урона. Иными словами,
вами бессрочный щит. Безусловно, самая имбовая способность, что есть в игре, ведь если всегда быстро накапливать карты, то у вас очень, грубо говоря, бесконечной жизни. Но развею ваши опасения насчет легчайшего прохождения, ведь уже через секунду после активации щита я его благополучно проебал. Как, к слову, и данный забег. Переходим к победному. Кстати, заметили ли вы мою обновку в начале ролика? Уже более полугода кадры с лицом я записывал с вот этим огромным микрофоном в руках. Дело в том, что я никак не мог найти хорошую петличку. И наконец-то нашел. Взял себе беспроводную петличку Maona Wave T5. Подключается вообще без заморочек. Достал из кейса, вставил переходник, и она сразу коннектится с телефоном. По звуку настоящий студийный уровень. Пишет чисто и без фона, даже если вокруг шум. Тут встроенный шумодав. Одна кнопка, и петличка отделяет голос от улицы, ветра и других неприятных источников звука. Еще один плюс в том, что она работает с чем угодно. iPhone, Android, камера, компьютер. Подключается через Type-C, Lightning и Jack. А самое жесткое, что она беспроводная и ловит аж до 300 метров. Можно вовсе уйти от камеры, а звук останется чистым. В общем, для блогеров, влогов, подкастов и не только это супер удобная тема. Ну а самое главное, что я наконец-то слез с ручного микрофона и наконец-то могу снимать как человек. Ссылка на покупку петлички в описании. При переходе на финальную третью фазу Мрачногор нас проглатывает, и мы сражаемся с его язвой в желудке. Нам все еще мешают гномы, атаки которых мы аккуратно минуем прыжком. Основной акцент держим на боссе, который плюет платформам либо мясо, либо кости. Если платформа проглотит мясо, то она пропадет, что начнет ограничивать нас в передвижении. А если кость, то поднимется тревога, которую мы как можно скорее парируем, после чего все исчезнувшие платформы возвращаются на место. И таким образом, стараясь не упасть в желудочный сок Мрачногора, мы завершаем уровень. Изначально думал дать боссу D-ранг, но потом я вспомнил, что в будущем будет пара боссов кратно проще этого, так что оставим линию под них, а Мрачногор получает от меня заслуженный C-ранг. Берем громоягоды и отправляемся к следующему боссу, Мартимер Хладовей. На первой фазе он летает сверху и кастует на нас сосульки. Тут нужно быстро уловить траекторию их падения и отойти в сторону, чтобы миновать урон. Помимо этого, босс, по всей видимости, в свободное время вместе с дамами из запретограмма зарабатывает гаданиями на Таро. Просто отходим от летящей в вас карты, а розовую парируем. А также Хладовей, прям как девчонки, очень бесится от того, что никто не верит в их гадания на картах, и в такие моменты он на полполя битвы ебашит сверху китом. На второй стадии босс превращается в снежного голема, тот в свою очередь в холодильник, из того в свою очередь вылетают кубики льда, которые, касаясь пола, разбиваются на более мелкие, а в конце из морозилки вылетают эскимо, которые теперь будут заебывать нас с противоположной стороны экрана. Далее босс призывает ледяные шипы на всю длину пола, благо в отличие от экспертного уровня сложности, здесь достаточно просто отойти свободное между шипами пространство. Также голем любит скакать туда-сюда и делает это двумя способами, либо по низу, либо подпрыгивая. При достаточном опыте игры по его анимации перед действием вы легко будете отличать, покатится он или прыгнет. В первом случае подпрыгиваем, а во втором просто отходим в сторону, из которой он совершает прыжок. Наконец, третья и финальная стадия. Поднимаемся по платформам наверх, и тут нас ждет большая снежинка. Тут у босса три разных атаки. Призыв мороженого, от которого придется попрыгать, ведра, которые, касаясь противоположной стороны экрана, разбиваются на осколки и летят вас обратно, а также Хладовей показывает всеми любимый фокус с исчезанием глаза. Фаза непростая, учитывая, что нам постоянно нужно балансировать на движущихся платформах. Тем не менее, благодаря щитам от второй спецатаки у меня получается с полным запасом жизни отправить босса в... Также C-ранг, но поверьте, по ходу видео нам еще встретятся боссы, которые в общем заберут у меня немало долларов, а пока что это лишь начало. Забираем леденцовые кубики и идем к следующему боссу, воющие асы. На первой стадии у босса всего два вида атак, кости-бумеранги, розовые из которых мы парируем, и клубки ниток, которые мы с легкостью перепрыгиваем двойным прыжком. Ну и параллельно на протяжении всей стадии в нас будут кидать теннисные мячики, на которых нам также нужно концентрироваться, дабы не проебаться. Используем ульту по готовности и вскоре переходим на вторую фазу, которая как будто бы еще проще, чем предыдущая. Да, сказал человек, который получил на ней 2 урона. Но в самом деле все, что от нас требуется, это зажать атаку и в нужный момент прыгать от букв. Третья и финальная стадия, которая делится на две подфазы. Первая из них лазеры. Тут есть около 1,5 секунд, чтобы среагировать на траекторию выстрела и занять безопасное место. При должном опыте это не вызывает трудности. А вот вторая подфаза — переворот экрана. Многие сыпятся именно здесь, но на самом деле тут все очень просто. Целиться нам не нужно, так как Щелкунчик делает это сам, а самое главное, что и ходить нам не нужно. Просто стоим и ждем атаки мисками. Желтые пролетают над нами, так что их мы просто игнорируем. А красные уже летят нам в ноги, и на них нам нужно прыгать. И вот и все. Далее опять лазеры, миски, и наконец завершаем уровень в привычном для нас положении камеры.
Мне все сложнее давать справедливую оценку боссам, так как с одной стороны асы дались мне проще, чем прошлые противники, а с другой назвать его проще я тоже не могу, так что это очередной С-ранг. Лутаем ананасовую мяту, и в моменте я решаю отложить уровень самолетиком на потом, так как понимаю, какой там пиздец меня ждет. Так что идем в обратное направление на предпоследнего основного босса — контрабанда. Первая фаза — дядя Шнюк. Какая-то нездоровая у меня связь с Лунтиком. Двусмысленно прозвучало. Не знаю, как вы, но я всегда на этом боссе ржу, ведь периодически он говорит с кем-то по телефону и шлет собеседника нахуй. Ну а так что, Щелкунчик, как всегда, лишает нас большинства проблем и оперативно разбирается со всеми миньонами босса. Нам лишь остается менять уровень платформ, если на нашей появляется босс, параллельно не касаясь свисающих бомб. И блин, по поводу Щелкунчика, второй ульты и в целом итоговой сложности DLC я выскажусь чуть позже, а мне действительно есть что сказать. Вторая стадия, я не знаю, кто это, напишите в комментариях. Тут следим за лучами, когда появляются желтые, у нас есть достаточно времени, ну примерно секунды 3, чтобы занять оптимальную позицию и идти в такт этой крутилки, минуя урон. Иногда, конечно, расчеты в моем мозгу давали сбои. Третья и просто ненавистная мною стадия. Постоянно держим руку на пульсе, и если на нашем уровне высоты появляется хобот, быстро уходим оттуда. Потому что в любой момент босс может решить остановиться и хуйнуть языком на всю длину поля битвы. Но это не самое страшное. Самый пиздец, когда после вытянутого языка босс бросается сферами из насекомых, на которых начинает фокусироваться Щелкунчик, при этом зачастую промазывает. А босс все это время не получает урон, так как его хитбокс это только хобот. По итогу фаза растягивается на длительный промежуток времени, а сферы рано или поздно нанесут таки вам урон. Именно эта фаза долгое время мешала мне получить здесь S-ранг в моем основном двуручном прохождении. Но с горем пополам... И черт, неужели кто-то реально в свое время в это поверил? Никого не осуждаю, но видно же, что тут что-то нечисто. По итогу это все коварный план Турбо, от атак которого буквально 5 секунд бегаем влево-вправо и, наконец, истинный... На самом деле, вот этот мув с фейковым нокаутом достаточно годный, как и переворот экрана на прошлом боссе. Огромный респект за это студии, ведь играя в DLC, ты прям ощущаешь, что это не просто новые уровни, а буквально отдельный мир со своими новыми игровыми механиками, фишками и уровнями. Чувствуется, что не зря в свое время ждали этого дополнения аж 4 года. Ну а босс также отправляется на C-ранг. Получаем предпоследний ингредиент для торта, тесто и... последний основной босс локации, бур на кольте, уровень самолетик, на которых, как вы помните, из-за нехватки кнопок на мыши я не могу ни уменьшаться, ни парировать розовые атаки босса, и это просто пиздец. Помните, как я сетовал на робота доктора Кашля в прошлом ролике? Ебучий робот доктора Кашля. Так вот, это, блять, его дочь, ведь изначально было понятно, что он тот еще корова ёб. Как правило, на каждом боссе у меня есть возможность сказать, ну, вот эта фаза простая, вот это сложнее, а вот третья ужас. И на 15-й попытке пройти этот уровень я понял, что тут просто нахуй нет стадии, которую я мог бы назвать простой или приятной. Каждая фаза тут призывает тебя ненавидеть этого босса все больше и больше. А параллельно страданиям иногда я мискликал Escape, так как кнопка выстрела у меня на колесике мыши, и нажимаю я ее постоянно. А тот самый Escape у меня на прокруте колеса вверх, и порой мышка считывала этот прокрут. Первые две фазы я чудом, как правило, проходил, совершая на второй вот такие невероятные мувы, учитывая, что я играю одной рукой. Но на третьей стадии начинался ад. Босс постоянно спамит в нас куски мяса, от которых в обычных условиях я бы увернулся уменьшением, но такой функции у меня, к сожалению, нет, и приходилось с божьей помощью подбирать тайминг и пролетать вперед, чтобы объект урона остался сзади. При этом теперь уворачиваться от консервных банок становится в разы тяжелее, после чего противник в очередной раз кидает в нас мясо и... Так что мною было принято решение скипать эту фазу ультой, благо это действительно в разы ускоряло ее прохождение. Но ради чего? Чтобы нахуй попасть вот сюда, в финальную, просто сумасшедшую стадию, где без возможности уменьшаться и парировать остается только молиться, но всегда это заканчивалось одним. А самое обидное было видеть это, вместе с тем, что у меня была полная ульта, и, вероятно, один прокрут колеса мыши вниз, который ее бы активировал, уже закончил бы все это безумие. По итогу я принимаю решение не тратить ульт на третьей фазе, и с крестом в свободной руке каким-то образом попасть в финальную, где перманентный ультимейт въебала позволил мне в конечном счете увидеть... И, казалось бы, 20 попыток это не 50 и не 80. Первые две стадии я изначально в целом кое-как проходил. Тем не менее, это чертов S-ранг. Я всей душой не переношу этого босса. Терпеть не мог, когда проходил его впервые двумя руками. И тем более пошел он к черту, когда в моем распоряжении всего 5 пальцев и моя старая задроченная мышка. И несмотря на то, что в прошлом видео у меня ушло 83 попытки на финального босса основного сюжета Дьявола, я с радостью лучше бы перепрошел его, чем вернулся к этой ебучей корове. Получаем последний ингредиент для торта — пустынные лаймы, и чаша предлагает
предлагает нам идти к Солонкину, дабы закончить прохождение. Но не так быстро, друзья, у нас еще много незаконченных дел, первое из которых шахматные фигуры. Уникальные боссы, которых нужно одолеть парированием, здесь буквально нет возможности стрелять. И по такому поводу, еще перед запуском игры на моем ПК помимо русской раскладки для обычных уровней и английской для самолетиков появилась третья, тайская. Почему тайская? Да, просто очень люблю Таиланд. Всем капункап, кстати, за лайки и подписку. Ну и как вы поняли, эта раскладка предназначена под шахматы. Теперь боковая кнопка мыши, которая отвечала за стрельбу, совершает прыжок. А нажатие на колесико мыши, которое делало этот самый прыжок, теперь отвечает за рывок. Первый босс пешки. Нечего тут особо рассказывать, прошел их с первой попытки. Если пешка еще с головой, то летим на нее рывком, а от обезглавленных спасаемся прыжком. И именно для этого босса я не трогал линию D ранга, сюда отправляются пешки. Далее конь, хотя я бы сказал осел ебаный. Даже после огромного опыта игры я как бы понимаю его мувсет, но и при этом нахер оно надо. Максимально душная битва на изматывание. Когда осел совершает вот такой удар, нам нужно точно почувствовать тайминг, и в таком случае мы сможем ударить его один раз. При размашистой атаке с последующей передышкой от оппонента можем нанести урон 2 раза. Можно и 3 на самом деле, но я решил не рисковать. И самая неприятная атака — рывок. Неприятная она именно при игре на мышке, так как тут нужно за пару секунд пригнуться, зажав боковую кнопку мыши, и не отпуская ее, нажать на колесико, дабы совершить перекат. А из-за того, что пальцы мои еще не адаптировались к данной раскладке, я часто проебывался. После этой атаки можно нанести ему 2 тычки, но я опять же не рисковал, ограничиваясь одной. И меня всегда мучил вопрос, сколько раз этого осла нужно парировать, чтобы завершился уровень. Я решил сосчитать. 20 нахуй раз. Максимально душный босс, за счет чего получает от меня А ранг. Не потому что сложный, а потому что просто, блять, невыносимый. Следующий на очереди слон. Играя двумя руками, для меня он был всегда очень простым. Просто бегаем параллельно, туша нужные свечи, чтобы боссу можно было нанести урон. Но одной рукой на мышке это оказалось сложнее. Голова часто настигала меня, а я в свою очередь, как идиот, время от времени промазывал парирование. Еще эти благовония чертовые, в общем пару долларов тут я потерял, но по итогу... что-то на уровне С ранга. Далее ладья. Крайне мерзкий босс. Тут нужно парировать розовые головы обратно в палача. При этом сделать это нужно, как правило, 2 раза подряд. А если не успеешь, то голова упадет на пол, не продвинув нас в прохождении уровня. При этом нужно не попасть на черепа, а также на искры, которые постоянно босс спамит по полу. Кстати, вы нанесете больше урона ладье, если снаряды будут прилетать ему в голову, а не в тело. Раньше я этого не знал. Тем не менее, при всей неприятности данного босса, прошел я его всего со 2-й попытки. И все же он получает от меня Б ранг. Я считаю, что мне просто повезло с ним так быстро разобраться. И последний на очереди ферзь, или же королева. Не знаю, как так вышло, но этот босс явно вышел очень простым. Что впервые я прошел его с первого раза, что сейчас. Просто постоянно делаем рывки на активную пушку, дабы наносить урон. Моментами парируем вот эту атаку, а также уворачиваемся от яиц. Яйца во все стороны, вот так вот. Со стороны кажется сложно, на деле вообще не вызывает проблем. Подобное мы уже проходили на автомате жвачка из основной сюжетки игры. Одним словом... И босс получает от меня заслуженный D ранг, ни о чем. Но шахматами мы не закончили. После прохождения всех по отдельности нам открывается режим гамбит, нужный для получения одной из ачивок. И я, конечно, мог бы его не проходить, но уж больно мне хочется увеличить итоговый банк суммы, которую разыграю. Так что мы отправляемся на самый долгий поединок в этом ролике. Суть гамбита в том, что нам нужно одолеть всех 5 боссов подряд, начиная от пешек, заканчивая королевой. И если вы на каком-то из них проиграете, то все начинать сначала. Благо, после каждого поединка у нас становится 4 хп, иначе это реально был бы трэш. Когда в свое время я получал все достижения, для меня самым сложным было пройти коня, а после него я всегда умирал на ладье. Сейчас же все изменилось, осла я проходил как орешки, а вот ебучий слон, все мои попытки обрывались именно на нем. И только стоило с ним закончить, как я прошел ладью, а после королеву с первого раза. А также, возможно, мне показалось, но на гамбите у меня было стойкое чувство, что все враги как будто стали сильнее, чем при прохождении по отдельности. По крайней мере, слон меня реально доконал. Ну а пока перед вами победный забег, хочу высказаться по поводу DLC. С одной стороны, уровни здесь однозначно сложнее. Если в основной игре первый босс это овощи, причем в буквальном и переносном смысле, то тут это Мрачногор с туевой тучей различных атак. Но с другой стороны, новые предметы, способности и персонаж как будто бы не просто уравнивают шансы, а реально сильно упрощают игру. Двойные прыжки Мисчали, с ее перекат, способность на бесконечный щит, а также оружие Щелкунчик не оставляют боссам никаких шансов. Поэтому проходится все зачастую достаточно просто и с кайфом. И именно поэтому в прошлом видео я запретил себе пользоваться предметами из DLC, так как основной сюжет с ними это буквально расплюнуть. И думаю, что я не хочу останавливаться на
на достигнутом. Так что, чуваки, заспамьте комменты, если хотите, чтобы в будущем я попробовал пройти всю игру плюс DLC на экспертном уровне сложности, также одной рукой. А еще я спешу сообщить, что в следующем ролике я планирую пройти, сейчас внимание, Dark Souls 3 одной рукой на мышке. Что? Как? Подписывайтесь на канал, чтобы точно не пропустить. Это лишь начало моей новой рубрики, где мы будем проходить различные игры одной рукой. И также я хочу себя попробовать в хардкорном моде Master Quest для Cuphead. Проходить буду на стримах на Твиче, так что подписывайтесь, а лучше сразу на телегу, чтобы не пропускать анонсы на стримы и новые видосы. В итоге, потеряв $5 и 20 минут жизни, я таки прошел гамбит на мышке. Но после этих страданий я хочу внести важные корректировки в свой тир-лист. Конь опускается на Б ранг, ладья на С, а вот слон забирает первенство главного говноеда на районе и занимает почетный, в кавычках, А ранг. Итак, перед завершением DLC у нас остался еще один секретный босс. Для того, чтобы к нему попасть, нам потребуется чудной кулон, который мы купили в начале ролика. Загадочные могилы и вот эти парни, которые помогут разгадать нам загадку. В настройках игры меняем язык на английский, дабы без проблем понять их намеки, так как в русской локализации эти самые намеки теряются. Подходим к первому месту, похуй нам, что он говорит, важно тут увидеть слово down. Осуждаю. Далее на втором месте видим upright, что означает сверху справа, и третье место просто right, то бишь справа. Возвращаемся к могилам и по порядку. Низ, сверху справа и просто право. Самое сложное на самом деле было выбрать нужные могилы, так как навестись на них кнопкой вверх я могу только на английской раскладке, а выбрать на русской, из-за чего постоянно приходилось менять раскладку прокрутами мыши, которые в свою очередь вызывали нажатие кнопки escape. Но ладно, проехали. Если вы все сделали верно, то центральная могила начнет сиять, и нажав на нее, нам любезно предлагают вздремнуть. А знаете, я так устал, что можно и покумарить часок-другой. Но что за... Вау. Впервые попав сюда, я реально был в шоке. Этот заглушенный закадровый голос и в целом саундтрек, пение ангела и общая атмосфера астрала — это нечто. Еще и настоящий дьявол, а не дешевая казиношная подделка. Уровень достаточно простой, но только если вы понимаете, что здесь происходит. Дело в том, что атаки дьявола наносят нам урон, а ангела напротив безобидные, и урон нам нужно наносить именно рогатому. Но с правильным выбором нам любезно поможет самонаводящийся щелкунчик. Главная механика здесь в том, что дьявол и его атаки находятся с той стороны, в которую вы смотрите, и меняя сторону своего взгляда, вы меняете атаку оппонента. Вот у вас летит огненный столб, но стоит развернуться, и это уже ангельское благословение. Так что по сути просто бегаете и меняете направление при надобности, и босс, забрав у меня $2, был быстро за это наказан. Босс, на мой взгляд, невероятно классный, но не сложный, С-ранг. Вот и все, дорогие друзья, мы победили всех, кого можно и кого нельзя, собрали все нужные ингредиенты для чудо-торта и можем идти к Солонкину заканчивать наше прохождение. Что тут происходит? Это выглядит странно. Да ну на! Боже, почему мне до сих пор не дали Оскар? Честно говоря, когда впервые проходил игру, моя реакция была именно такой, я реально прикурил от такого сюжетного поворота. В общем, наш Солонкин изначально не хотел нам помогать, а просто скинул нам всю грязную работу. Торт на самом деле нужен ему, а также чья-то душа, и его выбор пал на бедного чашика. С таким тортом он планирует получить всю мощь астрала себе в распоряжение. Мы не можем этого допустить, так что вступаем с ним в схватку, дабы спасти нашего друга. Господи, сколько же я настрадался с этим боссом в свое время. Солонкин начинает атаковать нас всеми ингредиентами, что мы для него собирали. Тут и лайм, от которого нужно грамотно прыгать, животные из теста, которых в идеале нужно уничтожить, бедный сахар, кубики которого в нас бросает босс, розовые по-хорошему мы парируем, клубника, которая летит в нас сверху под углом, и вишенкой на торте огонек с потолка, что не прочь нанести нам урон. И по отдельности эти атаки расплюнуть, но когда они стакаются, а стакаются они всегда, то нужно как уж на сковородке пытаться от всего этого шлака уворачиваться. И происходит это все на фоне ужасающего Солонкина, который не жалея пиздит на фоне все то, что в нас полетит под не менее зловещий саундтрек. И это лишь первая фаза. Обалдеть, да? Сколько же мне понадобилось попыток на этого босса? Одна? С первой, блять, попытки я уделал Солонкина, с чего сам неимоверно прихуел. После его прохождения на S-ранг, что реально доставило мне хлопот, победить его на стандартном уровне сложности, даже казалось бы одной рукой, оказалось детским утренником. Первую фазу я закончил с 3 хп и активным щитом. На второй стадии нам нужно стрелять в перечницы, дабы те летели в морду босса, параллельно уворачиваясь от листьев ананаса, огонька и перца. Розовый парируем. Проходится в целом несложно, хотя щит здесь я все же потерял. Идем дальше. Тут бегаем от статуи, пытаясь ее не касаться, а также не забываем про напольную пилу. И, наконец, финальная стадия — дудлик. Я один в школьные годы называл дудл джамп дудликом. Здесь главное не начать стрессовать и просто на концентрации прыгать все выше и выше по платформам. Очень часто щелкунчик промахивается по боссу, но не думаем об этом, просто играем на время. ХП у Солонкина здесь немного, так что держим в голове, что рано или поздно это закончится. Сердце можно парировать, но я этого не делал, так как я постоянно прыгаю на колесико мыши, а рывок у меня на верхний прокрут, что совмещать крайне неудобно, и мои шансы на победу только уменьшатся. И, наконец...
Я, правда, до сих пор в ахуе, что закрыл его буквально с первой попытки. До записи ролика я думал, что Солонкин будет определенно S-рангом в моем тир-листе. Но на деле он получает от меня B-ранг, ведь несмотря на легчайшее прохождение, сам босс куда сложнее, чем все остальные. Но бог с этим тир-листом, сколько же в итоге я должен вам денег за этот ролик? На все прохождение у меня ушло практически 2 часа, а умер я всего 40 раз. И это значит, что $40 отправляются на розыгрыш. Хотя, кому сейчас нужны доллары? Переведем в рубли. И знаете, курс сейчас нестабильный, поэтому возьмем доллар за 100 рублей. Так что розыгрыш на целых 4000 деревянных уже висит в закрепе в моем телеграм-канале. По условиям подписка на YouTube и телеграм-канал, а также лайк под этот ролик. И все. Казалось бы, не упускать такую сладкую халяву. Ну а я пошел проходить Dark Souls 3 одной рукой. Всем до скорого, братцы.